Когда был мир, жилось лучше. Сейчас живется все время в ожидании чего-то. При всем этом перемирии за сколько времени я суток не слышал, чтобы была полная тишина. Стреляла постоянно. Вот когда Как бы последний там раз ни прилетала было. к вам? Последний прилет был, по-моему, 21-го. 21 апреля. Да, мая, вот. Мая, 21 21 мая. мая, этого дня месяца. 3-4 назад. Это было вечером, около 10 часов. Тут совсем недалеко упало. Ну, окна содрогнулись, слышали. Хорошо. И как часто такое происходит? Нет, Конкретно по сейчас вашему как-то не сектору? часто. Вот 14-15 год нас сильно здесь обстреливали, достаточно сильно. И планово билось постоянно по кругу, без перекуров. Как бы они все время стреляли по квадратно, начиная от Октябрьска, заканчивая Путиловкой. Из какого направления велись обстрелы? Ну, опытный, Водина, Пески. Это было видно. Благодаря, вот у меня за домом этот самый трехэтажный дом стоит. Мгм. Я туда залазил, и даже без бинокля было видно, с какой посадки выстрел идет. Ну, вспышка. Даже днем это было видно. И потом, где оно падает, прям видно было прям здесь же на поселке. По квадратно, начиная со стратонавта и туда к вокзалу. Вот так вот. Сначала вот так полосу пройдут, потом назад полоса уже здесь где-то идет. Много людей погибло за это время, за 3 года войны по поселку? Ну, много. Не скажу сколько, но, по крайней мере, из таких знакомых, которых я знаю только здесь, где-то человек 5, которых я знаю, реально. Кто стават там Ападна и Пески? Кто стоит в опытном и Песках? Ну, Нацгвардия украинская. Зачем Может, они правый хотят сектор. стрелять тут? Зачем они стреляют? по Освободить нашу землю от нас. А нас это кого? Стариков, детей, пенсионеров. Ну, нужна земля, наверное, я знаю. Но в основном это война не народа, это война бизнесменов наших, сладостных королей, или как их там называют сейчас. Тут это гражданский поселок или военный? Гражданских, тут военных-то и нету. Была вот там воинская часть, ну, я не знаю, кто там, сейчас ее там нет, она вся разбита. Она разбитая. Да, может там кто-то и проезжает и находится, это мы не знаем. Но по поселку войска нет. Когда еще вот это обстрелы были большие, ну, проходило там 2-3 человека, там на ларек или на магазины шли. Первый день войны, 26 мая. Я была в это время на работе. Вот. Дочка позвонила, как раз был перерыв у нас, где-то с 12 до часу. В этот период, говорит, она была дома с маленьким ребенком, муж мой был дома. Она в телефон кричит: мама, у нас здесь стреляет. У нас здесь страшно, здесь стреляет. Папа был у своей матери, я, говорит, одна здесь с ребенком, очень громко, мы не знаем, куда нам деваться. Потом прибежал муж, и они опустились в погреб. В этот день они уже были в погребе. Вот, я с работы, когда вышла после 5, приехала на вокзал, чтобы сюда попасть. Слышу, с вокзала я слышала выстрелы, что здесь стреляют. Было очень страшно идти. Зять другой тоже сидели с внучкой тут на Стратонавтовой, тоже в погребе в это время. И звонят мне: не идите сюда, здесь очень страшно. Лучше идите куда-то до родственников. Ну, позвонили родственников. Я, правда, металась по вокзалу, не знала, что мне делать, и все-таки решила идти до родственников. Потом вечером немножко затихло, и родственники на машине вывезли 2 моих дочери с семьями уже в безопасный район, на то время в Ленинский. И мы потом, вот с этого времени начались наши блуждания. И вот 3-й год мы дома практически не живем. Вот мой муж живет дома здесь вот рядышком, а дети мои сейчас снимают квартиру за вокзалом. Вот. Ну, слава богу, сейчас работают, устроились на работу, дети ходят в садик, 2 внучечки, по 4 годика им сейчас уже. Но когда еще, помню, дочка рассказывала, залезли в погреб они с внучечкой, ей тогда было год с лишним. Вот.
ну, около 2 уже. Она очень испугалась. Мама, дядя Бах. Ну, просто вот страшно было в тот день, 26 мая, все мы его помним, с горечью вспоминаем. Даже не думали, что вот это продлится такой долгий период. Так хочется уже мира, чтобы все вернулись домой, потому что поселок пустой, живут люди единицы здесь на поселке, вот здесь. Скажите, вообще сейчас какая ситуация здесь в поселке? Неспокойно. Стреляют дальше. Как вечер, так и начинают стрелять. Днем пореже, ну тоже стреляют, а ночью, конечно, уже пострашнее. Стараемся вот после 6 заходить в дом и больше уже не выходить из дома, потому что опасно. Значит, 26 мая мы сидели во дворе, вот, значит, пролетели 3 вертолета над нами в ту сторону, развернулись, мы сами думали, честно говоря, это Рината Ахметова вертолеты летают. Но когда они развернулись, и буквально я вот живу, Ершова, 58, и когда он развернулся над нами, Так, не плачь. Так, только не страдайте. опустился настолько низко и начал выпускать ракеты. Они все летели в аэропорт. Ну, в общем, он так низко, что даже чуть трубу не задевает. Это гарь, вся гарь во двор. Мы настолько не ожидали этого. Ну, в общем, было страшно, конечно. Но мы это не поняли сначала. Дети маленькие во дворе. Вот. Потом после этого, ну, как бы по нас, по поселку не стреляли, пока Украина, ну, заняла аэропорт, было ихнее. Вот. Ребята наши сидели все вот здесь вот, ну, по краям улицы, в окопах сидели, ну, постоянно прорывы вроде. Мы с ними подходили утром, идем, выносили им кофе, с ними разговаривали. Это уже потом было. Это самое. Это Вот. уже потом. А потом, когда уже Украина заняла аэропорт, то они просто ради интереса выезжали. Я не знаю, какой танк, но ребят спрашивали, что настолько был у них заделан железом и мешками, что его нереально пробить, только надо вот так вот в упор. И он выезжал, оно ж слышно, и стрелял по поселку. Мы сидели в подвалах. 11 месяцев... Безвылазно, Да, 11 месяцев не было газа, не было воды, не было света. Ну, вода у меня колодец во дворе, девчата вот приходили за водой ко мне. Ну, а там как пришлось, сложили печку. Я работаю на Засядько, мне директор привез угля. Ну, правда, Ну, в выезжали. общем, выжили. Так, приходили соседи, готовили у меня на печке. Ну, в общем, выжили вот так вот. Идешь сюда, никого нет, одни военные. Идешь, а грачи летают, каркают. Настолько страшно. Вот я иду вечером домой, настолько страшно. И под обстрелы сколько попадали. Ну, вот соседи, которые вот сгоревший дом. Вот здесь. Получается, я шла с ночи, позвонила им, говорю, у вас попала мина под ворота. Они, сейчас обстрел закончится, и мы придем. И обстрел закончился, они только вышли, и, получается, попали под обстрел. Еще один, я не помню номер дома, а вот там, вот какая улица, где они попали. Короче, попали обе насмерть. Вот их, на градостроителей, да. И им попала мина там в дом, и их убила насмерть. Даже не доходя домой, не увидели, что дома здесь делалось. Буквально через некоторое время опять им прилетела мина, и дом сгорел полностью. Здесь Прилетела градина, она торчит до сих пор, можно снять. настолько интенсивный обстрел, что нет такого дома, нет ни одного дома, чтобы не попало в него. Где-то затронуто. Если вид с этой стороны хороший, значит он с той стороны побитый. Ну и по настоящее время вот обстрелы. Буквально... Ну, сейчас, какая ситуация? Сейчас подробнее. Сейчас, можно? значит, Сейчас, секундочку, машина проедет. все равно стреляют, они сюда едут. А он еще и сюда едет. Вот, все равно стреляют. Вот буквально 2 дня назад прилетела вот за нами туда. Показывается, это на улицу Луговая. Мужчина приходил, говорит, только с помощью, значит, ну, гуманитарки он все восстановил. Окна, двери, и буквально прилетело, опять все разбито стоит. Что это за наблюдатели такие ОБСЕ это? Что ОБСЕ сделать? Они просто ехали, спрашивают, а куда мина полетела, где стреляли? Ну они же ведь наблюдатели, вы же должны, ну как я скажу, куда полетела? Я промолчала, просто зачем вот это их присылать сюда, если они просто тупо сидят на вокзале, вот там они были, сядут наверху и сидят. И приезжают они к 9,
и уезжают 5. Обстрелы как раз начинаются именно с вечера, всю ночь и рано утром. Днем они не стреляют. Слышно, вот слышно, где, когда выстрел, мы слышим, с какой стороны, вот с какое направление. Выстрел сам слышно. И, ну, естественно, потом уже слышим, когда разорвалось. Это до сих пор такое. Нам, в принципе, слышно. Это вот Водина, Пески, в основном, вот Край наши, Авдеевки, да, край Авдеевки. Вот это, опытная. сейчас это по нам так. Вас думал ОБСЕ говорит правда? Они думаете, с правда ли нами говорят не об этом? разговаривают Они вообще. не разговаривают. Они Мы не подойдем и начинаем им останавливаются. говорить, они нас не слушают. Они даже не останавливаются, мимо Да. проезжают просто в лучшем случае. Все. Здесь вот на поселке, допустим, я их вообще ни разу не видела. За человек земля, не знаю, что правда. Кто стреляет гражданский поселок? Украина. Стреляет Украина. Это вот со стороны Песок, со стороны Водина, тоненького, оттуда стреляют. Потому что нам слышно сам выстрел. Он глухо-глухо, но слышно. А потом уже здесь только разрыв у нас. Что ты думал, зачем украинский хочет стрелять гражданский поселок? Это надо Порошенко спросить. Это трудно сказать, почему они по нам стреляют. Но, Кто им видимо, там им не дает нравится задание? наше мнение, то, что мы как бы мы не хотим разрыва в отношений с Россией, потому что у нас здесь все заводы, все предприятия связаны с Россией. Это первое. Во-вторых, они всегда как-то к нам относились как к людям второго сорта, вот Западная Украина. Это долго накапливалось. Это ж не вчера случилось и не 3 года назад. Это долго накапливалось. Ну, как-то вот они так нас не очень любят, видимо. Вас думал, situation лучше, когда ОБСЕ в ДНР, или это лучше без ОБСЕ? Ну, Нам как-то без него, что с ним, что без него, в принципе, такой большой разницы мы не чувствуем, что они есть, что их нету. Как-то они нам сильно помощи от них никакой. Поэтому мы как-то... Нам они что есть, что нету. Они стреляют и при ОБСЕ. ОБСЕ у нас, видно, с детства слепые и глухие. Ну, я так думаю. Да. Но какая гуманитарная ситуация сейчас в поселке? Вода, свет, газ? Сейчас, продукты? слава богу, есть и свет, и вода. Нам даже если хоть и И стреляют, газ. но Вот столбики нам меняют, которые побили вот сейчас уже. Единственное, нам что плохо, это то, что нет, конечно, Нет транспорта. нам очень далеко, мы ходим на вокзал, на рынок, на работу, все это нам нужно, мне полчаса нам нужно идти до вокзала, мы пешком ходим. Транспорта свет здесь нет. сейчас есть. Так что, в принципе, сейчас у нас есть свет, нам восстановили, правда, на скруточках, ну, по крайней мере, Сейчас есть. уже приезжает, вызовешь скорую, приедет, вызовешь пожарную, приедет. А в то время было бесполезно вызывать. Здесь насколько был... Сгорел дом дотла. Прилетела градина. Она до сих пор торчит во дворе. Здесь жила молодая семья. Они, конечно, погибли не в доме, но они бежали сюда. У них тут были собачки, животные. Можно сказать, откуда это стреляет? Это стреляли с Песок. Это направление Песок. Да? Да, вот. Вы же видите направление. Это направление Пески. Украинский президент хочет доказать, что мы единый народ, как он заявляет по телевизору. Это доказательство тому, что мы единый народ. Такими снарядами нас убивают. Мирное население, детей, стариков, женщин. Вот такими снарядами. Отсюда не стреляют солдаты. С этого двора стреляли солдаты. Или кто отсюда стрелял? Нету войны тут? Нет, военных здесь нет. Вот. Здесь жили мирные, молодая мирная семья. Вот к ним прилетело. Все, вот это все, что осталось от дома. Семья погибла, когда бежали сюда. Молодая семья. Парню было 28 лет и такая же супруга. Остался сынок 10 лет. На тот момент, когда они погибли. Это мои соседи. Они погибли? Они погибли не здесь, они бежали сюда, потому что остались здесь кошки, собаки. Они бежали их кормить и погибли здесь.
Дом сгорел позже, ровно через месяц. 13 января они погибли, 13 февраля сгорел дом. Благодаря вот этой любви украинского президента. Как они погибли? Они погибли, они бежали с вокзала пешком, и обстрел был, и там попало, они погибли от осколков. Снаряд попал в дом, и они погибли от осколков. Когда это? Это было 15-й год, 13 января. У нас военные в аэропорту были задолго до референдума. Ты скажи, чьи военные? Вот, ну, украинские, это контрактники были, даже могу сказать, из-под Киева. Как же он город-то называется? Ну, короче, там из-под Киева они. Это они были в апреле месяце, уже заселились в гостиницу в аэропорт. Потому что я там работала, и я знаю. Референдум у нас был 11 мая. И вот нам, когда сейчас говорят, что мы проголосовали за вот это положение, которое у нас было, это неправда, потому что уже в апреле месяце возле метро стояла пушка за метро. Так что они, в принципе, уже как бы готовились к тому, чтобы вот так нас... Украина, Да, Чтоб это нас украинские военные. Ой. До референдума. До референдума, это апрель месяц был, да, они уже там Они шли были. сюда целенаправленно, Да, не знали, да. зачем они стоят и только что-нибудь Поэтому, сделать, когда начали 26 убивать. мая вот это случилось, ну, когда они уже начали, вот я должна была идти на работу. Я в 7 часов пошла на работу, потому что я там работала. Меня вернули, сказали, пока идите домой. До звонка. Ну, звонок у нас был, это в моем огороде вертолет. Это когда он вот так просто Это было висел, и очень летчик страшно. на меня смотрел. Это, конечно, какое-то такое жуткое состояние, хотя мы, в принципе, мы не понимали, потому что мы до конца не могли представить себе, что вот так может быть свое правительство пойти на своих же граждан, потому что мы все граждане Мы Украины. сразу подумали, что учения Да, какие-то, да, мы вертолеты, сначала что как-то самолет это самое. трещить начали. Они были все экипированные, все в масках, в очках, в шлемах, ну все было как положено. Они наставляли автоматы, стреляли автоматами, по людям стреляли, по народу стреляли. Вы видите вертолет? Видели? Вот здесь зависли, прямо над самым домом. У меня вот в огороде Они у летали меня- так низко, что мы думали, они зацепят вот дом. Двухэтажный дом здесь, а мы думали, что он зацепит крышу. И я выскочила в огород, он метров 4 от меня висел этот вертолет, и когда я выскочила, он просто летчик вот так повернул на меня взгляд. Мне потом еще недели 2 этот вертолет маячил, просто стоял перед глазами. И ночь была очень страшная, вот 26 мая ночью было очень страшно, потому что ночью стреляли, это вообще мне такое ощущение было, что стреляли везде вот так вокруг. Казалось, что они вокруг вот так вот бегают, везде и стреляют. Хоть куда. Как вас сказал situation? Можно 5 слов. Как situation сейчас? Какая ситуация? Ситуация обострилась, скажем так. По сравнению с тем, как было, то ситуация обострилась. Каждую ночь И стреляют. сейчас целенаправленно стреляют, можно сказать, по жилому массиву. По жилым Вот сейчас массивам. я Вот если, удивляюсь, чего тихо. Обычно строчат пулеметы, автоматы вот в твоей стороне. ну это, да. А сейчас чего-то так тихо. И стреляют таким серьезным, скажем так. Я не военный человек, не знаю, но земля дрожит под ногами. 120-й, 150-й, да. 150-й не так, а Очень 120-й, тяжело, очень 122-й тяжело. Гаубицы ложится, бьют. да. Да. Потому что Было уже знаешь, немножко вроде как полегче, тот год вроде чуть полегче было. В этом году опять все начало лететь на поселок. А где тут военные у нас? Где тут у нас танки стоят, пушки? Вот мужчина пожилой, вот мы все пенсионеры. Где тут у нас кто стреляет? Зачем нас убивать? За что нас убивать? Давайте уже по-быстрому. Right behind me is the Donetsk airport, and today marks a 3-year anniversary of the war starting here in Donetsk. We've spoke to the residents here. They've reflected
on the first day of the war and the following years. It shows this war has not ended. It started 3 years ago here in Donetsk, but it's not finished.